Как создавать такие фотографии просто за секунды с помощью искусственного интеллекта. Как раз в этом видео я вам расскажу подробнее, что такое нейрофотосессии, как их можно делать и когда они вам пригодятся. Ну и, конечно, какие варианты использования разных сервисов могут быть и почему один из вариантов самый оптимальный. Меня зовут Галина Горбань, я занимаюсь продвижением в социальных сетях, и я использую нейросети, только те, которые реально нужны для блога, которые очень просто использовать, и они дают максимальный результат. Под этим видео вы можете приобрести мой курс по нейрофотосессиям или курс по созданию креативов для рекламы. Давайте вообще разберемся, что такое нейрофотосессия и почему же она не заменяет обычную фотосессию. Искусственный интеллект, он существенно облегчает вообще задачу ведения блога, поэтому, когда вам нужны фотографии для бизнеса, то, соответственно, постоянно заказывать фотосессию фотографа — это накладно, во-первых, и, во-вторых, это эмоционально трудозатратно, потому что, например, я очень сильно устаю от самой подготовки к фотосессии, когда я подбираю референсы, я ищу потом одежду, заказываю фотосессию, студию, собираюсь, нужно прическа, макияж, доехать до этой студии, отфоткаться, и просто вот я целый день, получается, трачу на саму фотосессию, потому что я живу в достаточно длинном городе, и дорога занимает много времени, плюс еще я трачу много времени на подготовку, чтобы фотографии получились именно такими, какие мне нужны для блога. Когда это вопрос идет про фотосессию, как какой-то памятный момент, всей семьей провести время, то, конечно, это про живую фотосессию, здесь я ничего не могу сказать. Но если вам нужны для бизнеса фотографии, то, конечно, фотографии с помощью искусственного интеллекта, они вам существенно упростят просто жизнь, и вы сможете создавать и красивый дизайн ленты, и сможете реализовать любую свою креативную идею, особенно если вы устраиваете какие-то марафоны, запуски. Ну, как минимум, вы не можете сфотографироваться с огромнейшим помидором или капустой, а искусственный интеллект это позволяет сделать. Как вообще создаются фотосессии и вот какие сервисы используются? Давайте я вам покажу вообще варианты. Конечно же, все начинается с идей очень много на Пинтересте, и вот, например, мне понравилась такая фотография, и я хочу сделать фотографию с собой похожую. Какие есть вообще варианты? Ну, один из вариантов — это использовать сервисы, которые позволяют заменить лицо. Я загрузила свою фотографию, загрузила фотографию, какую я хотела бы, и вот что я получила, ну, не совсем то есть, как бы, вроде как мое лицо, но и не мое, и вот такое изображение, то есть получается, что лицо просто переносится на фотографию. Если взять, может быть, другую фотографию, другой вариант, как я хочу, то есть можно в таком варианте добиться какую-то схожесть, да, то есть что-то можно из этого сделать, но это не совсем будете вы. Есть еще вариант, это можно использовать искусственный интеллект, например, гугловский Nano-Banana. Но вот здесь в чем его минус, тоже он не всегда понимает, что нужно сделать. Вот здесь я загрузила изображение, написала промпт, оно вообще выдало фотографию не мою. Я попросила все-таки с моим лицом, и в итоге наложили эту фотографию на меня, тут кусок руки и еще чего-то осталось, то есть не совсем получилось. Опять же, добиться какого-то результата, написать другой промпт, какой-то вариант еще придумать, все это можно, но, как вы понимаете, что это не за пару секунд, достаточно выходит долго, и из-за этого, ну, кого-то не хватает терпения. Да, и плюс вы должны понимать, что вы, как бы, получается, как такую же фотографию получаете, и вроде ничего нет такого креативного, оригинального. Есть также в Телеграме бот, который тоже позволяет делать замену лица, либо сгенерить. Но важный момент. Если вы хотите создавать много фотографий с вашим лицом, то вам нужен сервис, который поможет создать вам цифрового аватара, и вы потом будете просто вписывать текстовые команды и, соответственно, будете генерить уже фотографии со своим лицом. Для сравнения, вот такие вот генерации я получила этой фотографии по своему цифровому аватару. Сразу скажу, что цифровой аватар — это всегда платно. То есть для того, чтобы создать свою цифровую копию, вам нужно заплатить 8 или 10 долларов. Вы загружаете свои фотографии. Это могут быть фотографии, которые вы сделаете дома, либо, может быть, вы сделаете микс из фотографий, которые у вас есть со старых фотосессий, и, соответственно, вы создаете свою цифровую копию, а потом нужно будет просто прикреплять эту цифровую копию, добавлять текстовое описание, и вы будете получать достаточно большое количество различных фотографий, которые вы хотите реализовать.
реализовать. Такие фотографии можно сделать для себя, для своего супруга, для детей, но для каждого нужно будет создавать своего цифрового аватара. И, соответственно, вы можете даже пробовать на заказ делать такие нейрофотосессии. Для этого вам нужно будет, чтобы клиент тоже давал свои фотографии, на основе которых вы сможете создать его цифровую копию. Преимущество этого метода в том, что вы можете потом, даже когда вы не используете сервис этот, вы можете вернуться, а аватар ваш сохранится, и, соответственно, можете оплатить еще раз подписку и сгенерить уже там другие фотографии. Вот в этом преимущество, но не все сервисы позволяют это сделать. Некоторые, к сожалению, убирают вашего цифрового аватара, если вы не оплатили подписку в следующем месяце. Я специально создала курс из 16 уроков для того, чтобы быстро показать вам, как можно делать нейрофотосессии, как вообще оформлять подписку, отменять подписку, как правильно подобрать фотографии, чтобы у вас аватар ваш получился с первого раза, ваша цифровая копия, потому что вы за нее платите больше всего монеток, потому что когда вы оплачиваете подписку, вам начисляют монетки, токены. И, соответственно, на создание вашей цифровой копии тратится больше всего, поэтому хорошо, когда она у вас получается с первого раза. И разные фишки я рассказала как раз на своем курсе. Еще на курсе есть информация, как создавать фотографии с помощью своего товара, как сделать красивый дизайн ленты с помощью искусственного интеллекта. Ну и главная фишечка этого курса, что вы получаете доступ к каналу с готовыми промптами, готовыми командами, и вы можете просто брать оттуда, копировать текстовые команды, вставлять и получать такие фотографии, которые я привела как пример. Ну и, конечно, я обучаю, как делать такие команды для того, чтобы у вас получались генерации с первого раза. Хочу показать вам, чтобы вы видели разницу фотографий, которые именно сгенерированы на основе цифровой копии, на основе аватара. То есть здесь я максимально на себя похожа, то есть вот, и я могу уже здесь выбирать, нравится мне или не нравится, где размещена конфета, то есть где-то есть дефекты, я тоже показываю там, что с этими дефектами делать. И вот, получается, я могу уже выбирать из большого количества фотографий и смотреть, где я себе больше нравлюсь. И получается, это максимально точно, когда вы создаете именно своего цифрового аватара, а потом уже генерите фотографии. Если же вам не принципиально, чтобы вы были там точно на себя похожи, то, соответственно, можно даже пользоваться бесплатно многими нейросетями для того, чтобы генерить фотографии. Например, там Leonardo дает бесплатно токены, но тогда вы будете уже без своего лица. То есть, если вам в целом просто нужны фотографии, там тот же ChatGPT может заменить вам фон, поместить ваш товар в какой-то другой фон, но если вам нужны фотографии именно со своим лицом, вы хотите, чтобы было много вариантов в разных форматах, там 9:16, квадрат там, или 16:9, то это только про платные версии нейросетей, где вы можете уже создать свою цифровую копию и уже по командам делать красивые фотографии. С вами была Галина Горбань. Подписывайтесь на мой канал. У меня много полезной информации про нейросети, продвижение в Instagram и про настройку таргетированной рекламы.